Здравствуйте, подписчики моего канала Варка Лайф, Кирейск Лайф. Я думал, что это происходит, дым такой темный идет. Думал, вот эти старые брошенные дома горят. Оказывается, нет. Не старые дома горят, которые под снос. Вот видите. Сейчас мы продадим поближе. МЧС, я смотрю, там есть. Нифига себе. Ужас. Смотрите. Это у нас район между школой-интернат или сирот. Сейчас она по-другому называется. Это улица, переулок Тупиковый, Льва Толстого. Еще раз. Вот он. Школа-интернат, бывшая, сейчас другое название имеет. И вот такое вот безобразие. Смотрите, как горит. Близко подходить не будем. Может быть, с той стороны подойдем. Итак, уже смотрю, МЧС на месте. Работают. Но пожар очень большой. Что-то прямо даже не верится. Все команды делают бегом. Видите, кишка, так называю, подъехать тяжело. Машины стоят. Вот это да. Это, наверное, горят сараи снос, как это, которые под снос, и, наверное, жителей Льва Толстого дома. Это, наверное, у нас какой? 14-й дом. Детская библиотека. Смотрите, ближе мы подходить не будем. Опасно. Открытый огонь. Представляете? Вот такие клубы. Ух ты! Тут почти что, как говорится, деревянные все сараи, обиты железом. Вот кирпичные на первом плане у нас тоже. Не знаю, машины есть, там мотоциклы. Но горит ужасно. Смотрите. Я вижу, сотрудники МЧС тушат. Трансбойт. Пятиэтажки веселуха сейчас тоже, блядь.
Пиздец, блядь. Ага. Ну я только окно открыл, блядь, у меня уже там вообще... Ребят, можно матом не ругаться, а? Я просто на YouTube выкладываю. Не то, что там это, а ну, редактировать не буду. Но мы русский народ, чуть-чуть только с нашими связками. Ну да. Так что YouTube извините. надо выкладывать, чтобы их снесли все сараи старые. Наша администрация. На камеру скажешь? На камеру? Да. Нет. Тогда не буду показывать. Еще раз предупреждаю, мы ведем трансляцию на Киреев Лайв. Да. Вот так вот поднимается. Смотри. Ой. Вот так вот. Там, кто знает, как там машина была. Да, а то бензин. Черный дым же не просто так валит. Валенки гореть не будут. Ну, это, наверное, старые покрышки, толь. И все. Она, наверное, толь еще покрыта, а потом по металлу, правильно? По деревянной обрешетке. Вот он. Это еще хорошо, что тепло. Это холодно. А то... И ветра особо нет. Да. Это где? На Гагарина горело тогда? Да, это. Когда внизу вот эти, Да. Пластиковые окна плавились. Ну. А там дом-то тоже вот он прям. ну да, я видел. Там даже он подальше, тут еще ближе. Заливает, Да. заливает, видишь? Моментально температура. Внутри горит. Да. Он еще. А есть хорошо еще веселуха, если какой-нибудь газовый баллон там еще ставить. И баллоны, и у нас, как обычно, да, там и бензины, и баллоны, и колеса, все как В положено. одну сторону, блин, перейдет. Люди высказывают свое частное мнение, что возможно мы храним там. А храним то, что в квартире не влазит. Да. Вот. Причем она, если подлежит, всем захвату его не пробьет. Там внутри хорошо горит. Да. Но они сначала-то его подсбили. Они его сначала подтушили, туда вот не стояли. И вот он опять второй раз заход пошел. Они же подтушили. Он все, перестал, огня не было. Он под крышей не горел. Машина одна, да, все. Или машину там. А что они сейчас пока эти приедут, все снизу, с Бородино, А с здесь Волги? всего одна. Но он не. А у нас и две всего. Вот я говорю, Две или вышка третья, все, там, по-моему, больше нет ничего. Там есть 3 машины. Вот, еще Они подъезжают. сейчас приедут, они в Бородино, с Липов, со всей со всего района будут гнать машины. Они всегда так едут. Итак, еще раз напоминаю, что это пожар. Не частный сектор, Нет, а ну, если около там домов стоят Так сараи. заросше, может, там и нет ничего, да. Если То, что оно вы давно, услышали, да. это было частное мнение граждан. договор его сразу. Вот он. Я хочу, наверное, перейти туда, подальше, чтобы ребятам не мешать. Ну, итак, мы сейчас возвращаемся с другой стороны. Что-то, наверное, они успевают. Что-то огня открытого не так много. Хотя я могу ошибаться. Вот такой вот пожар.
перейдем в другую сторону. О! МЧС наш. Мы обратно возвращаемся, откуда начали трансляцию. Вот по такой кишке, так называемой, идет вода. Там еще что-то подъехало, какая-то пожарка, да? Ну. Итак, мы продолжаем. Здесь, на территории школы-интерната, есть пожарная емкость, и оттуда качает пожарная машина на пожар. Мы пойдем попробуем с другой стороны посмотреть. Вот так вот задымленно все. Дышать очень тяжело. Запах прям, даже не знаю, какой-то очень смешанный. Вот так вот. Здесь вот видите, еще продолжение. Но так как емкость оттуда уже развернули, пожару нету шанса. Вот так вот, видите, мы уже находимся с другой стороны. Я думаю, показать, что сотрудники МЧС грамотно развернули или развернулись. Смотрите, здесь вот сараи тоже, они деревянные, также вон есть обшитый металлом. Ну, старые постройки. Это находится где-то метров 20 от жилого дома Льва Толстого, 14, если не ошибаюсь. Наверное, детская библиотека. Здесь более-менее безопасно. Мы вот сюда вот встанем, конечно, против солнца. Вот видите, даже солнце, хоть и тучи, еле-еле проглядывает через такой плотный дым. Вот теперь с двух сторон будет локализовать очаг возгорания. Близко подходить не будем. Будем находиться на безопасном расстоянии. Скрывают сараи или гаражи. Я даже не знаю, как это назвать. Потому что там может быть очаг. Или может быть машины. Или бензин, или газ. Но дым оттуда идет, то есть прогорание через стену. Вот так вот. Сейчас будет проливать. Да, видите? Проливают, вот, струю видно. Сейчас, погоди. Чтобы не пошла, блин, на сарай, что мне, блин, банки высовывают.
и получше. Там выложи там. Спасибо, хоть не дедушка назвали. Здесь прям дышать это очень тяжело. Вот видите, дым. Вот так вот, смотрите. Я где-то второй велосипед там где-то.